Всем привет! Давайте сегодня рассмотрим такую тему, что у него стоит другой, с которой он на данный период времени. Для тех, кто говорит о том, что ссылка не работает, переходите на YouTube, вбивайте в поисковике «Империя Таро» и выйдет. Так, для тех, кто хочет узнать мой номер WhatsApp, также он есть на YouTube в описании к видео. И еще для личного расклада обращайтесь ко мне либо на WhatsApp, либо в директ Инстаграма. И я вижу до сих пор в комментариях, что люди пишут, где продолжение расклада. Продолжение расклада находится на YouTube-канале «Империя Таро». Так, сразу мужчина вышел. Здесь мужчина такой, который за любовь к себе. Мужчина может выпивать. Такой вот, знаете, как романтик, любит романтику. Вообще мужчина эмоциональный, помимо этого бледун. Любит, когда женщина в нем растворяется, да. Сам вышел. Ну, давайте посмотрим, что это еще за мужчина. Мужчина-победитель. Мужчина, который... Смотрите, если появилась на горизонте у него какая-то женщина, да, то мужчина сразу идет в атаку. Мужчина здесь слишком самоуверенный, любит самоутверждаться за счет женщин, умеет красиво петь, может даже красиво ухаживать поначалу, да. Мужчина сексуальный, мужчина... Знаете как, я вам скажу, он себя позиционирует таким, да, он может быть очень высокомерным, да. Помимо этого... Мужчина, конечно, еще харизматичный, но здесь, я так понимаю, мужчина еще такой немножко может инфантильным быть, да, и, конечно, вот он, когда видит женщину, да, вот он проявляет все свои лучшие качества, понимаете? Так, что это еще за мужчина? Мужчина-манипулятор, мужчина... Знаете как, я вам скажу, когда он находится в отношениях, да, мужчина манипулирует женщиной, мужчина самоутверждается за счет женщин, мужчина может закатывать скандалы на ровном месте, мужчина себя считает вообще богом земли, богом мира, вы знаете, такой вот мужчинка здесь. Помимо этого любит пьянки, гулянки, может, знаете как, он вообще сам по себе зависимый. Для него измена – это расплюнуть. Помимо этого, знаете как, он больше пребывает, когда в отношениях... Вот он, смотрите, вначале он действует как мужчина. Будучи в отношениях, он все начинает проявляться как женщина. Женщина капризная, колкая, понимаете, что? И еще могу сказать то, что... Мужчина, конечно, здесь с большим эго, самоуверенный, измена, также опять повторяюсь, это для него нормально. По крайней мере, знаете, как я вам скажу, да, ему все можно, женщине ничего нельзя. Женщине он здесь запудривает мозги, что ты одна единственная, но нет. Это все идет манипуляция. Ну так, давайте смотреть, что у него там сейчас происходит в отношениях с той дамочкой, с которой он находится. Жена, любовница, неважно. Или, может, вообще какая-нибудь подруга там, что у них там происходит. Ну, мужчина, я вам скажу, знаете что. Во-первых, у них произошел то ли конфликт какой-то. Я вам сейчас добавлю то, что мужчина там устанавливает свои правила. Да? Помимо этого, возможно, такое, на данный период времени они могли разойтись. Возможно, то, что там произошла такая ситуация, да, болезненная. Еще могу добавить, что мужчина... Там не дурак, я вам скажу. Он устанавливает там свои правила. Будешь действовать так, как мне надо. Мужчина здесь однозначно причиняет боль этой женщине. Независимо там, да, супруга, любовница, неважно. Любовный есть треугольник. Помимо этой женщины однозначно есть кто-то еще. Помимо этого еще мужчина, причиняя боль этой женщине, подмазывается. Понимаете, что? Что еще у них там происходит в отношениях? Ну, знаете как, я вам скажу, если они на данный период времени разошлись, да, могла вмешаться другая еще женщина. Либо, может быть, это вообще и он проживает с матерью, понимаете, что? То, что там, например, отношения такие, как мама с сыночком. Вот он дурачок инфантильный, да, они могут расставаться, опять сходиться, расставаться, сходиться, вот какая-то цикличность там у них. Хотя женщина там, знаете как, она, может быть, от него, да, хочет, чтобы уже их отношения перешли на другой уровень, понимаете? Она же видит его как своего супруга, ну, как, может, будущего супруга, либо, как, знаете, такого мужчину, с кем можно построить семью. Ну, женщина это на семью претендует здесь. Но мужчина там поступает, знаете, как инфантильно. Относится безалаберно к этим отношениям. Причем женщине это не нравится. Так, а что это вообще сама эта за женщина? Женщина, знаете, как я вам скажу, конечно,
Она сильная женщина. Помимо этого, если он ходит куда-то гулять, а там все равно, хотите или нет, да, мужчина его может, женщина может этого мужчину контролировать, она на него давит, понимаете, тем самым вот она пришла к нему как, знаете, как его учитель, что ли, здесь. Вот она ему помогает, чтобы он не сделал неправильный выбор. Но она доминирует над ним, понимаете? И тем самым, да, вот она ему какой-то хочет преподнести урок здесь. Учить чему-то, подсказывать может, понимаете? Может, это его вообще мама, может быть. Так, ну, что, знаете, уберегает своего сыночка от ошибок. Ну, или та женщина, она может быть взрослой женщиной, старше его может быть, понимаете? Она как женщина с опытом, да, подсказывает, так делай, так не делай. Так, что еще там, что за женщина? Ну, женщина, знаете, какая здесь? Она ему указывает там. Женщина там с характером. Она с ним не сюсюкается. Она от него что-то ждала, понимаете? Если возможно такое, если она претендовала, чтобы он на ней женился, она в этом разочаровалась. Понимаете, что долго ждала, какое-то есть в ней разочарование. Она сделала ставку на него, но так я вижу, что ставки не оправдались. Понимаете здесь? Так, что еще у них творится в отношениях? Ну что, обманы, манипуляции. Она видит то, что мужчину все-таки тянет куда-то в прошлое, либо в начале, да, у них все это начиналось, все так замечательно, понимаете, и шанс какой-то появился. Здесь вот отношения закрутились, возможно, они, знаете, как дружили. И все это обернулось, понимаете, тем, то, что вот на данный период времени вроде все хорошо, ничего не могу сказать, но все равно есть обманы какие-то, манипуляции, недоверие друг к другу. Понимаете, что? Так, а почему там есть обманы? С чьей стороны? Женщина не уверена в нем. Тяжело ей с ним. Понимаете? Она семьи и стабильности хочет, а он не дает этого. Что еще эта женщина от него хочет? Ну, хочет, чтобы, понимаете, что в оконцовке, если он к ней приезжал там, да, ну, чтобы он прекратил уже, взял на себя ответственность. Ну, прекратил уже быть таким вот мальчиком харизматичным, да, который уже... То ли, знаете, как уже остановился, сделал свой выбор на ней уже. Понимаете? Ответственности ждет от него. Когда уже повзрослеет. Что она ждет? Чтоб мужчина пожертвовал. Понимаете? Принес себя в жертву. Вот чем-то ради нее, чтобы он пожертвовал. Может, он знаете, как стабильности не дает. Неопределенность какая-то есть там. Понимаете? Не хочет он жертвовать. Она от него, возможно, там брака ждет, да, предложения ждет, но не дает он ей. Его устраивает так, как все есть. Если даже они живут, то пусть живут так, без росписи, без свадьбы, без ничего. Ему нормально. А чувства какие у тебя к той женщине, с которой ты сейчас? Ну что, чувства здесь такие, завоевать эту женщину, понимаете? Женщина, скорее всего, там отдаляется, понимаете, что... Нет, он хочет с ней восстановить отношения, хочет. Он не хочет, чтобы женщина как-то, знаете, поняла, что он такой вот победитель здесь, шляется, да, где попало. Все-таки он хочет с ней восстановить. Он не хочет, чтобы произошел уже конец. Понимаете, здесь? Ну, чувства покажи. У тебя есть к этой женщине чувства? Кто и с кем ты сейчас? Да нет здесь никаких чувств. Он просто понимает то, что, понимаете, здесь нужно чем-то жертвовать. А он не хочет этой жертвы. Он убегает от этой ответственности. Видите как? Болото там. А у нее к нему какие чувства? Есть ли у него? У той женщины. Злится на него, злится. Почему? Потому что, знаете как, ну, ответственность не берет здесь. Мужчина, возможно, там, знаете, как только обещает, думает только о себе. Злость к этому мужчине. Хотя мужчина там яркий для нее, стабильный. Но вот она хочет видеть в нем. Знаете как, он может быть стабильный, но не по отношению к ней. Не дает он ей этой стабильности. Детей, может, она от него хочет родить. Не дает. Понимаете? Злость. Еще какие у нее к нему чувства? Ну, чувства здесь такие, любите меня, понимаете? Здесь женщина, она много тоже от него, много чему ему не договаривает, понимаете? Здесь чувства такие, чтобы он в нее вкладывался. Чувства такие, чтобы ей было только с ним хорошо. Где любовь, нету любви здесь. Ни с его стороны, ни с ее стороны. Каждый думает о себе. Понимаете здесь? Причем женщина много чего скрывает. Не исключаю даже, что эта женщина, да, кому-то могла заплатить для того, чтобы как-то, ну, магию применить. Понимаете, чтобы мужчину этого удержать. Но она же думает только о себе. Эгоистичная такая женщина. Ну и он тоже хорош. Там два эгоиста. А что еще у них там?
Ну, каждый преследует свои цели. Понимаете, что мужчина там отстаивает свое. У них, кстати, что их объединяет, да, какая-то цель. Может быть, знаете как, они могут там, может, бизнес вдвоем открыли. Вот какая-то материалка их объединяет. Понимаете? Но мужчина там нет, спуску не дает. Он также, там, возможно, знаете, отношения такие вот, очень сложные. Какую-то они, причем оба преследуют какую-то цель, понимаете? Может, кредит взяли, расплачиваются. Что-то не весело там. Что еще? Что у них в доме творится? Да там вообще, знаете как, каждый отстаивает свое, каждый... Там встретились два игрока, понимаете? Друг друга ранят. Ну, что у них там в доме? Концом попахивает. Понимаете, что, возможно, какие-то... Ну, там непросто, очень непросто. Что еще у него с вашей соперницей там? С кем он сейчас? Ну, что? Ну, он понимает, женщина к нему расположена. У женщины есть чувства, да. Но, возможно, там женщина, знаете, как истерики может устраивать, да. И она от него требует любви, понимаете, требует денег, чтобы он вкладывался. Вот все требует. А получается у нее... Ну, хочет, а он этого избегает. Понимаете, что? Он хочет, она хочет, чтобы была стабильность, да, чтобы они вместе, если проживали, чтобы он деньги нес. А он избегает этого. Не хочет он давать. Может, какую-то копейку дает, да, но он как-то вот увиливает. И здесь ни любви, ни романтики, ничего. Вот, посмотрите. Мужчина там, понимаете? Ну, не хочет он вкладываться. Отстраняется вот как-то. Так, и что еще у них там? Обиды, понимаете, что? Одиночество вдвоем. Ну, как-то они там, конечно, общаются, ничего не могу сказать, но обида, причем это может быть с обоих сторон, да, одиночество вдвоем. Она на него обижена, он на нее. Еще что у них там? Конфликты. Да, кто-то уже хочет выйти из этих отношений, а кто-то строит планы на будущее, понимаете? Но все равно там мужчина не дает этого. Он конфликтует, он отстаивает. Там, знаете, как вот отношения двух соперников, вот так будет точно сказано. Каждый, знаете, хочет свое получить здесь. А что еще хотят они? Ну, женщина хочет быть, понимаете, там, самодостаточной женщиной, семейной женщиной, помимо этого, закрывается она от него. Ну, не зря же говорю, одиночество вдвоем. Вот она хочет от него семьи, она хочет, чтобы вкладывался он в нее, а он этого не дает. И женщина там несчастная, и он там хорохорится. Понимаете? Что еще у них там? Ну, вот так вот. И союзу там какие-то у них, причем очень хорошие. Если мужчина женат, крах. Понимаете? Ну, все равно мужчина, я вам скажу, но не хочет он ни семьи, ни серьезных отношений, хотя позиционирует себя прям вообще победитель, куда бы деться. А так, что у них там? Плохо у них там, все. Все рушится. Понимаете, что мужчина как-то от ответственности убегает, да, она тоже хороша там. Возможно, они когда-то там были, ну, может, счастливы. Естественно, были счастливы, да, когда только познакомились. Ну и вот чем заканчивается. Если мужчина женат, разводом попахивает, понимаете, что если он с любовницей, ну все, там уже, как говорится, уже тянуть не за что. Понимаете, уже все, конец. Скандалы какие-то. Так, а с чем связаны эти скандалы? А это кармическая ситуация. Конец там у них. Конец. Приближается к концу. Причем очень резко. Понимаете, что? Вот так вот. Так что не переживайте за своего мужчинку, и где он там находится. Там все равно конец. Концом попахивает. Понимаете? Итак, дорогие друзья, благодарю за расклад, кто присутствовал. Также благодарю вас за обратную связь, за ваши подписки, лайки, комментарии. Для личного расклада обращайтесь. Все-таки личный расклад совсем другой, да? Хочу вам всем пожелать удачи, любви, процветания. До скорой встречи.